Всем привет, на канале Александр Эмбрез. Сегодня к нам на обслуживание попала Makita HR2610. Вот такая вот. Давайте разбирать. Откручиваем заднюю крышку. Ну и, естественно, снимаем. Чтобы мне не мешала кнопка, я ее, пожалуй, сразу вот так вот отключу и достану из корпуса вместе с сетевым кабелем и отложу в сторонку. Затем возьму маленькую плоскую отвертку и сниму пружинки со щеток. После чего приподниму за проводок щетку над коллектором. Это необходимо для того, чтобы снять якорь. Ну все, можно откручивать корпус электрики от корпуса механики. Ну и, естественно, скрывать все это дело. Пожалуй, сразу дерну якорь из корпуса. Ох, туговато что-то он шел. Теперь разберу патрон. Снимаю пыльник. Ух, сколько тут грязюки, ёшкин кот. А затем снимаю стопорное кольцо, проставочку, еще одно стопорное кольцо, кожух, железячку, шарик, еще один шарик, ну и, конечно же, пластину с пружиной. А такая красота. Закрадывается у меня маленькое подозрение, что этот патрон никогда не чистили. Ну да ладно, давайте снимем переключатель режимов. Для этого необходимо с обеих сторон выщелкнуть вот такую пластиковую штуку. Делать это надо не спеша, чтобы не повредить крепление. Все, можно снимать сам переключатель. И, кстати, не посейте вот эту вот пластину пружинную. А иначе у вас не будет фиксироваться положение. Ну вот и все, можно снимать корпус. Откручиваем два вот таких вот винта под шестигранник, которые держат наш пьяный подшипник. Оба винтика, кстати, на герметосике. Открутили и начинаем все это дело снимать. Вот так вот. Разобрали корпус редуктора поблочно. Теперь берем в руки супер-мега-ультра-сверх инструмент офигенный и достаем из гильзы боек. И беремся за растровую втулку. Обратите внимание на то, как внутри растровой ходуном ходит уловитель. Ну, такого быть как бы не должно. Поэтому по-любому достаем его из растровой. Для этого необходимо взять какую-нибудь плоскую отвертку и вот эту вот стопорку сощелкнуть с обеих сторон. Выщелкнули стопорное кольцо с обеих сторон. Ставим растровую вертикально и выдавливаем с помощью какой-нибудь отвертки ударный болт. Вот так вот. Вот оно, стопорное кольцо. Вот он, ударный болт с уловителем. Значит, хозяин этого перфоратора вообще жаловался еще на предохранительную муфту. И говорит, под нагрузкой у него что-то щелкало. Сейчас разберем, посмотрим. Может, человек просто не в курсе был, что она у него есть здесь. И поэтому удивился, почему это под нагрузкой перфоратор пару раз прощелкнул. Короче говоря, разбираем вот эту часть. Для этого нам необходимо снять вот такое вот стрёмненькое стопорное колечко. Значит, вся конструкция тут держится вот на таких вот маленьких шариках. Не посейте их. В принципе, все, что необходимо было достать, мы достали. Осталось только снять вот этот вот подшипничек. Это я сделаю еще одним супер специнструментом, зацепом. Вот так вот. Ну что, в принципе, можно приступать к чистке деталей. Вычистил все деталюшки и давайте смотреть, что конкретно под замену. Заменим оба подшипника на якоре. У верхнего уже довольно-таки изрядный люфтец появился, а нижний
не слабо наглотался пыли. Также поменяем резиновую опору, стопорное кольцо, нижнюю часть уловителя ударного болта с резиночкой. Ну и, конечно же, резинку на байке. Если вдруг кто-то не понял, для чего менять вот эти две детали, то обратите внимание на изрядный износ. Что на уловителе, что на стопорном кольце. Ну, короче, такое ставить, ну, прям не надо. Ну и помимо всего вышеперечисленного, заменим вот этот пыльник. Ну, он прям вообще никакущий. Все остальное прям в хорошем состоянии. Обратите внимание, здесь муфта вообще идеальная. Здесь тоже износа вообще никакого нет. Пьяный подшипник практически идеальный. Нижний подшипник промвала вообще не люфтит. Муфта, на которую вроде бы как жаловался клиент, в идеальном состоянии. Ее менять тоже никакого смысла нет. Короче говоря, можно приступать к сборке. Но для начала хочу ответить на часто задаваемый вопрос. Чем я чищу геометрически сложные детали? В частности, пользуюсь вот таким вот очистителем тормозов, который вы можете купить что у себя в местных магазинах, что, к примеру, на e-каталоге. Открываем. Пишем в поисковике «очиститель тормозов», выбираем нужный раздел и вуаля! Куча разных чистилок на любой вкус и цвет. Если нужно подешевле, то можно применить сортировку по ценам, ну или сразу указать необходимый ценовой диапазон. А если ты так же, как и я, любишь юртовский очиститель, то просто применяй фильтр. Готово! Вот он, родимый! Немаловажно еще то, что e-каталог не делает наценки на самом товаре. Ему платят непосредственно сами магазины, поэтому ценники вполне себе адекватные. Ну и напоследок хорошая новость для жителей Казахстана. E-каталог теперь есть и у вас. Ладно, хватит говорить, давайте приступать к сборке. Для начала установлю в нижнюю часть уловителя резинку. Так вот. Затем заменю резинку на байке. Затем снимем старые подшипники с якоря. Вот так вот. Ну и, конечно же, оденем новые. Вот так вот. Новый 6000 и новый 627. Теперь, пожалуй, соберу уловитель с ударным болтом. Берем нижнюю часть уловителя с уже установленной резинкой, смазываем, ставим опору, ставим верхнюю часть уловителя и накрываем все это дело ударным болтом. Вот так вот. Еще чуть-чуть смазки и можно устанавливать верхнюю часть. Вот наш ударный болт и собран. Давайте его поставим в растровую. Установили ударный болт внутрь и фиксируем его новым стопорным колечком. Хорошо защелкиваем стопорное кольцо и обязательно проверяем с обеих сторон, как оно стало. Кстати, обратите внимание, люфт полностью ушел. Наш уловитель ударного болта стоит просто как влитой. Вот так и должно быть. Я, как всегда, возьму молоток и ударную отвертку и долбану пару раз для того, чтобы убедиться, что стопорное кольцо стало хорошо. Теперь, пожалуй, соберу нашу предохранительную муфту. Ложементы для шариков смазываю жесткой смазкой, ну и, естественно, устанавливаю в них шарики. Смазка нужна для того, чтобы шарики во время сборки никуда не улетали. Установили шарики и устанавливаем нашу предохранительную муфту. Затем повторяем ту же процедуру с цилиндрами металлическими. Ну вот наша муфта практически и собрана. Остается ее подпружинить. Так, собираем этот бутерброд и одеваем наше стопорное кольцо. Для установки такого стопорного кольца нужна только отвертка. И то не всегда. Так, ладно. Поставили стопорку и теперь защелкиваем его, используя проставку. В моем случае головку на 32.
Обязательно убедитесь, что стопорное кольцо защелкнуто по всей окружности. Как у меня. Отложим, пожалуй, растровую в сторону. И займемся гильзой. Смазываем гильзу изнутри и ставим боек с новой резинкой. Затем устанавливаем своеобразное колечко и палец. Гильза готова к установке. Ну все, можно брать корпус редуктора. Устанавливаем проставочное колечко, затем пружинку, затем ставим на пружинку нашу гильзу, смазываем то место, где будет стоять ведомая шестеренка, и приступаем к ее установке. Вот примерно так вот. Затем смазываем растровую изнутри, ставим вот это вот колечко и ставим растровую. Теперь пришло время закрутить вот эти винты. Как и завод, буду закручивать с маленькой капелюшечкой разъемного фиксатора резьбы. Смазываем механику и занимаемся корпусом редуктора. Для начала вставляем внутрь подшипник. Затем берем пружинку и устанавливаем ее опять же на место. Ну и осталась только смазанная блокировка. Вот так вот должна работать блокировка вала в установленном виде. Ну вот, в принципе, и все. Можно все деталюшки до кучи собирать. Ну что, давайте соберем патрон. Ставим пружину с фиксирующей пластиной. Ну и все остальные деталюшки тоже ставим. Делаем, короче, в обратном порядке то, что делали в начале ролика. Вот как-то вот так вот. Собрали патрончик и ставим новый красивый пыльник. Ах, загляденье. Так, ну что, механика у нас собрана. Давайте ставим якорек. Нажимаем и покручиваем. Вот так вот. Финишная прямая. Можно соединять корпус механики с корпусом электрики. Но для начала необходимо поставить вот это кольцо пружинное в корпус механики. Под наш 627 подшипник. Вкидываем внутрь корпуса и поправляем. И только после этого устанавливаем все. Вот так вот. Ну и, естественно, закручиваем. Возвращаем пружинки на щетки. Щетки, кстати, должны стоять в заранее почищенных шахтах. Мне там некоторые пишут: о, ты не показываешь, как ты шахты чистишь. Ну, блин. А еще я не показываю, как я продуваю инструмент. А еще я не показываю, как я чищу все мелкие металлические деталюшки в редукторе. Потому что если я начну все это показывать, то ролик растянется так, ну, до часика. Оно вам надо? Вы информацию получили, все. Ладно. Так. Затем устанавливаем кнопку включения. Вставили в корпус и подключаем. И не забывайте красиво завести проводочки. Вот так вот. Затем ставим пыльник. Ну и, естественно, прикручиваем задний корпус. Осталось установить переключатель и пластину пружинную. Установили переключатель. И можно устанавливать наш верхний серый кожух. Он просто вот так вот защелкивается. Проверьте, чтобы было защелкнуто с обеих сторон. Ну вот мы наш чудо-аппарат и дособирали. Он рвется в бой. Но для начала давайте его проверим. Патрон держит хорошо. Так, режим удара. Ух, дубасит как новый. Режим удар с сверлением. Пушка. Ну и, конечно же, режим просто сверления. Огонь.
Ну и на всякий случай реверс тоже работает. Думаю, из ролика было понятно, что обслужить такой перфоратор проще простого. Особенно если есть место, где можно подсмотреть. Поэтому подписывайтесь на мой канал и подсматривайте варианты ремонта такой техники. Ну и хватит.